Всем привет, на связи Василий, и сегодня я расскажу, как мы с моей подругой искали новое жилье, потому что старая комната довольно-таки маленькая для нас двоих. Мы искали вариант, как минимум с двумя комнатами или с общей территорией, где можно посидеть и поработать. Я расскажу вам о 4 вариантах, которые мы рассматривали, и какие плюсы и минусы есть в каждом варианте, сколько все это стоит, и вы уже поймете для себя, в каких пределах вы можете рассчитывать при аренде бюджетного жилья на Бали. Первое место – это комната в доме. Дом расположен в Бирави, что рядом с Чингу, на небольшой тихой улочке. Очень приятно выглядит здание снаружи, покрашено в белый цвет. Комната находится на 2-м этаже. Есть красивое цветущее дерево. Комната выглядит приятно, но показалась маленькой. Зато ванная просторная. Есть кухня со всем необходимым. Это качественная посуда, плита, блендер. Очень удобно иметь подобную кухню. Напротив комнаты расположена зона для отдыха, поэтому днем можно сидеть тут. И вторая комната по сути не нужна. Здесь классные диванчики с подушками. Но все же мне не понравилось данное жилье, и вот почему. Во-первых, здесь раздвижные двери, а это значит, что от шума они не будут защищать. Во-вторых, зона для отдыха расположена напротив наших дверей, а значит, если из соседей кто-нибудь захочет встретить друзей или просто пообщаться, мы будем все слышать. Ну и третий недостаток – комната слишком маленькая. Интернет здесь оказался в районе 50 мегабит, что нормально. В принципе, неплохое место, если жить одному. И в особенности, если взять другие комнаты. Но тут я сразу понял, что это жилье нам не подойдет. Стоимость данного варианта 2,5 миллиона рупий. Все включено. Второй вариант расположен в элитном районе, рядом с пляжем Петитенгат. Здесь в округе только многозвездочные отели. До пляжа пешком минут 5 идти, а на скутере 1 минута. Для меня отличное расположение. Мы пообщались с хозяйкой геста, и она сказала, что место очень тихое. Как оказалось впоследствии, совсем не тихое. Комната расположена на 1-м этаже и выполнена в стиле мезонин. Тут в одном помещении гостиная, а спальня как бы сделана на 2-м этаже. Я уже жил в подобном жилье, мне нравится такая организация пространства. Из классного здесь есть холодильник, стол, рабочее кресло, диван, шкаф. На 2-м этаже есть еще один рабочий стол, кровать, телевизор, прикроватная тумбочка. Кондиционер только в спальне. На 1-м этаже не хватает тоже кондиционера. Мне комната очень понравилась. Интернет здесь оказался уже 100 мегабит, что большая редкость для бюджетного жилья. Дальше поднимаемся на 3-й этаж. Тут расположена кухня для гостей, что очень неудобно, потому что нужно подниматься высоко. С другой стороны, здесь открывается красивый вид. На кухне есть все необходимое. Тостер, плита, блендер, посуда и сковородки. Еще на завтра у нас было запланировано одно место, и девушка сказала хозяйке, чтобы попридержала комнату для нас. Стоимость этого места 3 миллиона рупий. Но кроме того, нужно отдельно оплачивать электричество. Я думаю, выйдет еще примерно 300 тысяч рупий. Мы приехали к 3-му месту. Расположено оно на очень плохой улице. Подворотник, где много местных. Не самое приятное место. Все пялятся на нас и сидят по полдня, ничего не делают. Считаю это место довольно опасным. Апартаменты здесь казались просторными. Есть гостиная с кухней и отдельная спальня. Выполнена в индонезийском стиле. Но я сразу отбросил это место, потому что здесь нет рабочего стола. Ни одного. Только низкий столик, за таким невозможно работать. Я проверил интернет, и он оказался очень медленным. Совсем не подходит нам. А в остальном место за свои деньги хорошее, стоимость 2,5 миллиона рупий, причем все уже включено в стоимость. И покажу еще один вариант, это комната в доме. Здесь есть бассейн, общий зал с телевизором и кухней. Комната довольно небольшая, однако ванная просторная. Мне вот этот вариант не очень понравился, потому что здесь 5 комнат и слишком много народа. Ну и интернет казался в 30 раз медленнее, чем во 2-м месте. 3 мегабита всего. Понятно, что в таком месте мы не сможем нормально работать. Ну и общее впечатление было не очень хорошее, поэтому мы все же сказали, что нам не подойдет. Hi friend, how are you? You are living here? И вот мы заселились во 2-е место. Это гестхаус с комнатой мезонин. И тут нас ждало сильное разочарование. Оказалось, что у владельцев очень шумный ребенок.
Он орет целый день, не затыкаясь. Под конец дня у нас уже начала болеть голова. Я поговорил с хозяйкой, она пообещала все уладить. Но ничего не уладила, поэтому мы решили попросить вернуть наши деньги. Под конец третьего дня у меня стало нарастать злоба, и я пообщался с ней. В итоге хозяйка сказала, что не может вернуть нам деньги, потому что она их потратила. Но она пообещала нас переселить на второй этаж. На втором этаже было классное рабочее кресло, но не было стола, поэтому мы притащили его с первого этажа. Здесь уже намного тише, а еще комната отлично продувается ветром. А также здесь намного светлее. Из недостатков в спальне не было рабочего стола, что меня немного расстроило, и не было прикроватной тумбочки. Однако здесь был вентилятор, что уже спасло положение, и не надо было тратиться на его покупку. Еще из минусов тут не было столика рядом с раковиной. Но это так, мелочи. В общем, мы остались довольны этим переездом. Вот такое вот здесь место. Сейчас сижу здесь, отдыхаю. Мне вообще нравится крыша, потому что здесь можно просто посидеть, отдохнуть. Слышно даже, как поют птицы. Единственное, раздражает то, что здесь рядом дорога и слышно проезжающие автомобили. А вообще на крыше офигенно отдыхать, здесь кушать, можно даже романтический вечер устроить. Нужно просто принести свечи, приготовить вкусную еду и все. Вот такое получилось видео. Если тебе понравилось, поставь лайк. Можешь подписаться на канал, если интересны мои видео и ты хочешь получать уведомления. И увидимся в следующих видосах. Давай, пока!